Привет-привет! Вы на канале Зеленый огород. Продолжаю вас знакомить со сладким перцем. Перец Sweet Pointed, или его еще называют сладкий заостренный. Это ранний спелый сорт, очень тонкого строения, лист не крупный, прекрасно завязывает плоды по всем стеблям. Урожайность очень и очень высокая. В теплице вытягивается где-то метр 20, а в открытом грунте сантиметров 60. Плодоношение очень и очень длительное. Уже давно все остановило в росте, а он все еще продолжает цвести и завязывать новые плоды. В неполной спелости плоды темно-зеленого цвета. Ну а вот при полном созревании ярко-малиновый цвет. Шикарные плоды. Кстати, он очень похож на сорт Рамира, но все-таки они отличаются. Во-первых, сладкий заостренный созревает намного раньше, и у него больше урожайность. Рамира тоже урожайный, но это... Ой, оторвался. Но этот перчик просто супер урожайный. Форма у плодов хоботовидная. Плоды длинные, от 20 до 25 сантиметров. И все они неровные, чуть мятые, в небольшую складочку от плодоножки. Почти у всех плодов есть вот такие носики. И, конечно, шикарный цвет. Красно-малиновый, очень и очень яркий. Толщина перечной стенки примерно 5-6 миллиметров. Плоды очень сладкие, сочные, без кислинки. Ну и, конечно, очень хрустящие. И хочу еще сказать, что этот перец просто универсален. Он очень вкусен в свежем виде в салатах, в любых видах переработки, а также его можно использовать на гриле. Перец очень и очень ранний, и в первых числах июля начинают уже созревать первые перчики. Но плодоношение у него очень и очень длительное. До самых заморозков. Сладкий перец, сладкий заостренный, пополняет нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ru. Сладкий перец Карпатия, Венгрия. Растение среднераннее. В открытом грунте вытягивается, где-то сантиметров 60. Если высаживать в теплице, то растение может вытянуться до 1,30 м. Вот такие красивые солнечные плоды. Лист не очень крупный. Растение с хорошей энергией роста. В неполной спелости плоды темно-зеленого цвета. Я высадила несколько растений в открытом грунте, но на следующий сезон хочу попробовать и в теплице. Хорошая урожайность. Вот просто много-много перчиков. Видите, постоянно цветет, закладывает новое. Нижний ярус уже созревает. Плоды удлиненно-призмовидной формы, конусовидные, неровные, с гранями. И вот с таким носиком. Все плоды с носиками. Длина плодов от 18 до 20 сантиметров. В неполной спелости ярко-желтые, но когда полностью созревают, становятся желто-оранжевыми, и даже есть небольшое розовое напыление, розовые щечки. Вес плодов от 100 и до 200 граммов, а вот стеночка достаточно толстая, 7-8 миллиметров. Кожица у перчиков блестящая. Ну а вкус очень яркий, сладкий, с фруктовыми нотками, без кислинки и очень-очень ароматные. Перец Карпатия очень выносливый, урожайный, не болеет, прекрасно себя показал в открытом грунте. Ну а если высадить в теплице, мне кажется, он вообще завалит своим урожаем, так как высота у него будет почти в 2 раза больше. В теплице до 1,30 м. Сладкий перец Карпатия пополняет нашу коллекцию семян.
Сладкий перец Палермо красный. Голландия. Изначально это был гибрид, но сами голландцы его разгибридизировали, и теперь это сортовой перец. Растение тонкого строения, лист не крупный. Я высадила 3 растения только в открытом грунте, и высота примерно 50-60 сантиметров. Перец буквально весь усыпан плодами. Просто какой-то конвейер. В теплице высота растения может быть до 1 метра. Урожайность, ну просто я бы сказала мега урожайность. Плодов очень и очень много. И в начале августа перец начинает созревать не только в теплице, но и в открытом грунте. Ну вот так выглядит 3-й перчик. Он тоже такой же, просто весь-весь в плодах. Растение стройное, компактное и много места не занимает. Можно выращивать в начале роста без посынкования. Вот это я собрала 1-й и 2-й ярус, а еще созревает 3-й. Дальше я уже прищипнула. Плоды конусовидной формы, очень изящные, небольшие, очень мягкие грани. И у всех перчиков вот такой заостренный длинный носик. Если смотреть на перчики сбоку, то они все чуть-чуть приплюснутые. Длина перцев от 20 и до 35 сантиметров. Толщина стеночки от 4 до 5 миллиметров. Вкус у него замечательный. Фруктовый, сладкий. И, кстати, он считается одним из самых сладких перцев. Кожица у него блестящая, ну просто красавец. Сладкий перец Палермо красный отправляется в нашу коллекцию семян. Сладкий перец Ларго де Реус. Ну а по-нашему, если сказать, то сорт называется Большой Ревус. Испанской селекции. Вот такие формируют крупные плоды. Сорт среднеспелый. Кусты очень и очень мощные. Как и мощные большие плоды. Стебли крепкие, достаточно толстые. Такой крупноплодный перец лучше, конечно, формировать. Я повела в 3 стебля. Прекрасно завязывает плоды. Очень длительное плодоношение. Вот до сих пор завязывает плоды и цветет. Но, конечно, это я уже все буду убирать. Высота в открытом грунте примерно 70 сантиметров. Но вот такие крупноплодные сорта с длительным плодоношением лучше выращивать в теплице. Тогда он у вас будет плодоносить до самых заморозков и покажет очень высокую урожайность. Перец призмовидной формы с гранями. И некоторые перчики вот такие чуть-чуть помятые. В технической спелости плоды темно-зеленого цвета. При полном созревании плоды становятся красивого темного вишневого цвета. Вес у них от 250 и до 500 граммов. И очень толстая стенка, 7-8 миллиметров. Большой Реус сочный, сладкий и очень-очень ароматный. Сорт хорош в свежем виде, а также в любых видах переработки. Сладкий перец Большой Реус отправляется в нашу коллекцию семян. Прекрасный сорт, крупноплодный, урожайный, устойчивый к болезням. Ну просто красавец. Сладкий перец Purple Smudge Gold. Очень красивый сорт, но у нас в коллекционных кругах почему-то его называют по-разному. Пурпурная дымка на золоте. Это часто встречающееся название. А также фиолетово-золотой гвоздь или пурпурное золото. Это все один сорт. В нашей коллекции он будет иметь название
Пурпурная дымка на золоте. Сорт раннеспелый. В открытом грунте вытягивается, ну, примерно до 70 сантиметров. Довольно раскидистый, занимает много места. Лист достаточно крупный. Плоды в технической спелости ярко-фиолетового цвета. И потом постепенно добавляются желтые оттенки. Форма плодов может быть чуть-чуть разной. Может быть вот такой кубовидной с 3 гранями. Но встречаются и вот такие плоды. Здесь всего лишь 2 грани. Все зависит от погоды, потому что при резких перепадах температур форма плодов может меняться. А также встречаются плоды и 4-гранные. И при полном созревании они становятся ярко-желтого цвета, даже чуть-чуть с оранжевым. И очень красивое карамельное антоциановое напыление от вершинки плода. А к плодоножке они становятся желтыми. Длина перчиков 12-15 сантиметров. Вес от 100 до 200 граммов. В зависимости от размера перца толщина перечной стеночки тоже разная. От 7 и до 9 миллиметров. По вкусу сорт очень отличается от другого перца. Он сладкий, с нежно-фруктовыми нотками, а также присутствует в послевкусии пряность. Семена сладкого перца «Пурпурная дымка на золоте» можно найти на нашем сайте green-огород.ру. Мы всегда ждем вас в гости. Сладкий перец Ингрид, чешская селекция. Очень интересные плоды. Шоколадный цвет или цвет темного кофе. Растение очень крепкое, стебли прочные. Формируются большие плоды кубовидной формы. Плодоношение очень и очень длительное. Посмотрите, сколько завязывает плодов, цветет. Растение лучше формировать. Вот в открытом грунте я формирую в 3 стебля. В неполной спелости плоды темно-зеленые. Форма у них может чуть-чуть меняться при резких перепадах температур. Но урожайность очень и очень высокая. Если выращивать его в открытом грунте, высота примерно 50-70 сантиметров. Ну а в теплице, я думаю, он может вытянуться и до 1 метра. Куст очень сильно облиственный, но листья при этом не крупные. Но места он требует достаточно много. Вес от 150 и до 250 граммов. Все плоды или с 4, или с 3 долями. Ребристые, кубовидные, очень широкие у плодоножки. Стенка у них очень толстая, 7-8 миллиметров. Вкус просто взрывной, а аромат шикарный. Кожица блестящая. Томаты, томаты говорю, перец просто красавец. Сладкий перец Ингрид пополняет нашу коллекцию семян. На этом все. Продолжу обзор сладкого перца в следующих роликах. Вы были на канале Зеленый огород. С вами была Елена. Пока-пока.